Мария помнила тот день, когда в ее жизни впервые появились слоны. Ей было 7 лет, и отец привез ее в старый городской заповедник. Пока другие дети бегали за попкорном и глазели на ярких попугаев, маленькая Мария застыла перед вольером с серыми гигантами. Она не видела в них просто огромных животных. Она чувствовала исходящую от них тихую, почти осязаемую мудрость, которая казалась древнее самих гор. Это детское впечатление превратилось в одержимость, которая вела ее через годы учебы, бессонные ночи над учебниками по биологии и 1000 часов изнурительной практики. Путь к должности штатного смотрителя в знаменитом зоопарке Гранд-Вэлли был долгим и тернистым. Она прошла через десятки стажировок, волонтерство в суровых условиях африканских саванн и бесчисленные смены, когда приходилось очищать огромные вольеры под проливным дождем. И вот теперь, стоя в утренней дымке Гранд-Вэлли, она чувствовала, что наконец-то оказалась дома. Запах влажной овсяницы, терпкий аромат свежего сена и специфический, ни с чем не сравнимый мускусный запах слонов стали ее новой реальностью. Первые недели работы в Гранд-Вэлли пролетели как в тумане, полном восторга. Мария быстро влилась в коллектив, который состоял из таких же фанатов своего дела. Старший смотритель Виктор, суровый мужчина с обветренным лицом, сначала отнесся к ней с подозрением, но быстро сменил гнев на милость, увидев, как ловко и уверенно она обращается с инвентарем и как тонко чувствует настроение подопечных. Но главным достижением Марии было признание самой Лайи, матриарха стада. Лая была не просто самым крупным слоном в группе. Она была ее сердцем и мозгом. Это была величественная пятитонная самка с глубокими морщинами вокруг мудрых глаз, которые, казалось, видели человека насквозь. Уже к концу первой недели Лая начала выделять Марию из толпы других сотрудников. Она позволяла девушке подходить ближе положенного, осторожно касалась ее плеча кончиком хобота и издавала низкое, едва слышное рокотание, которое Мария ощущала скорее грудью, чем ушами. Этот звук был высшей формой доверия, которую только можно было заслужить у этих существ. Каждый день начинался по заведенному графику. В 6 утра проверка состояния здоровья, затем завтрак, состоящий из сотен килограммов овощей и веток, а после — обогащение среды обитания. Мария придумывала для слонов настоящие головоломки, пряча лакомства в труднодоступных местах, чтобы стимулировать их интеллект. Она наблюдала, как они используют свои хоботы с ювелирной точностью, как общаются друг с другом с помощью едва заметных жестов и прикосновений. Однако на 18-й день ее службы привычный мир начал давать трещину. Вечер в Гранд-Вэлли обычно был самым спокойным временем. Посетители постепенно покидали аллеи, шум города затихал, и над вольерами опускались сумерки, наполненные стрекотом насекомых. Заканчивая свой финальный обход, Мария заметила нечто странное. Все стадо вело себя как обычно. Молодые самцы в шутку толкались, а самки медленно жевали остатки дневного рациона. Но Лайя стояла в стороне. Она выбрала самый дальний западный угол вольера, примыкавший к крутому склону, и замерла. Ее поза была неестественной. Ноги расставлены чуть шире обычного, уши напряжены, а хобот неподвижно свисает, едва касаясь земли. Мария остановилась, затаив дыхание. Она знала, что слоны могут замирать во время сна, но это было другое. Лайя не спала. Ее глаза были широко открыты и устремлены в одну точку на земле, прямо перед ее передними ногами. Мария проверила записи в журнале. Никаких инцидентов за день зафиксировано не было. Она осторожно подошла к ограждению и негромко окликнула матриарха по имени. Лая даже не шелохнулась. Ее внимание было поглощено чем-то невидимым, чем-то, что находилось под поверхностью земли. В ту ночь Мария долго не могла уснуть. Образ застывшего великана стоял у нее перед глазами. Она просматривала камеры видеонаблюдения со своего планшета, но Лая продолжала стоять в той же позе, освещаемая лишь бледным светом луны.
Остальные слоны начали проявлять беспокойство. Они то и дело подходили к своей предводительнице, касались ее боков, но она оставалась непоколебимой, словно каменное изваяние. Утро следующего дня принесло еще больше тревожных вестей. Едва Мария пришла на смену, Виктор сообщил ей, что Лая так и не зашла в ангар на ночевку. Более того, теперь все стадо начало вести себя странно. Вместо того, чтобы отправиться к кормушкам с сочными фруктами, слоны начали собирать по всему вольеру тяжелые предметы. Бревна, которые использовались для игр, огромные валуны, декоративные элементы — все это стаскивалось в тот самый западный угол. Это не было похоже на игру, это напоминало лихорадочное строительство. Слоны действовали с поразительной слаженностью. Двое подталкивали тяжелое бревно, в то время как третий направлял его хоботом, укладывая в основание импровизированной стены. К полудню заслон уже достигал человеческого роста. Посетители, собравшиеся у смотровой площадки, были в недоумении. Некоторые смеялись, считая это забавным представлением, но Мария чувствовала, как внутри нее нарастает ледяной ком тревоги. Ситуация начала выходить из-под контроля, когда беспокойство слонов передалось другим обитателям зоопарка. Смотрители из соседних секторов докладывали о странном поведении животных. Белые носороги, обычно флегматичные и спокойные, начали носиться по периметру своего загона, взрывая землю рогами. Стая фламинго, вместо того, чтобы грациозно стоять на одной ноге в воде, сбилась в плотную розовую массу в самом центре своего острова, издавая резкие, тревожные крики. Даже жирафы, эти невозмутимые созерцатели, отказывались выходить из своих закрытых павильонов, несмотря на все уговоры и любимые лакомства. Воздух в Гранд-Велли казался наэлектризованным, словно перед мощнейшей грозой, хотя небо оставалось безоблачным и ярко-синим. Доктор Харпер, директор зоопарка, собрала экстренное совещание в операционном штабе. Атмосфера в комнате была накалена до предела. Виктор настаивал на том, что слоны заразились каким-то неизвестным вирусом, вызывающим агрессию и галлюцинации. Он предлагал использовать седативные препараты, чтобы успокоить стадо и разобрать баррикаду. Однако Мария решительно выступила против. «Это не безумие», — твердо сказала она, глядя прямо в глаза директору. «Если бы они были больны или в ярости, они бы крушили все вокруг. Но посмотрите на записи. Они строят. Они защищают этот конкретный участок земли. Они чувствуют что-то, чего не видим мы. Седация в такой момент может привести к катастрофе. Они могут пораниться в панике». Ее голос дрожал, но в нем была убежденность человека, который верит своим подопечным больше, чем приборам. Доктор Харкер, женщина с огромным опытом, долго молчала, глядя на экраны мониторов, где слоны продолжали укреплять свою стену. Наконец она приняла решение. «Закрываем зоопарк. Эвакуируйте всех посетителей. Я не хочу рисковать ни людьми, ни животными. И вызовите геофизиков». Эвакуация прошла на удивление быстро, но тишина, воцарившаяся в зоопарке, была тяжелой и зловещей. Мария осталась у вольера, наблюдая за Лаей. Матриарх теперь стояла на вершине своего завала, обхватив хоботом тяжелый каменный блок, который она водрузила на самый верх. Ее глаза были налиты кровью от напряжения, а из пор на висках выделялся секрет — признак сильнейшего стресса. В этот момент к вольеру подъехал белый фургон с логотипом городской инженерной службы. Из него вышел Кинан, ведущий специалист по подземным коммуникациям, с целым набором высокочувствительных датчиков. Он выглядел усталым, но профессионально собранным. «Ваши слоны подняли такой шум, что это дошло до министерства», — проворчал он, устанавливая треногу с лазерным сканером. «Посмотрим, что там у вас творится под фундаментом». Кинан начал сканирование грунта. Первые результаты не показали ничего необычного. Обычные слои почвы, дренажная система, бетонное основание.
Но когда он направил луч сканера вглубь, под западный склон, его брови поползли вверх. «Минутку. Этого не должно быть на наших картах», — пробормотал он. Экран планшета окрасился в ярко-красный цвет, сигнализируя об аномалии. На глубине 10 метров обнаружилась огромная каверна, внутри которой находилась стальная структура. Кинан быстро связался с городским архивом и через 10 минут получил старые чертежи 40-х годов. Оказалось, что прямо под зоопарком проходила законсервированная газовая магистраль сверхвысокого давления, о которой забыли при расширении территории парка в 90-х. Она считалась пустой, но датчики Кинана начали фиксировать странные вибрации. Внезапно земля под ногами Марии едва ощутимо вздрогнула. Это был не толчок землетрясения, а скорее глубокий утробный вздох самой планеты. Слоны отреагировали мгновенно. Они издали синхронный трубный звук такой силы, что в соседнем кафе лопнули витринные стекла. «Давление!» — закричал Кинан, глядя на прыгающие цифры на мониторе. «Там не пустота, там скопился газ, и из-за подвижек почвы клапан на старой насосной станции выше по склону заклинило в открытом положении. Газ нагнетается прямо сюда, в этот тупиковый участок под вашим вольером». Воздух вокруг западного угла начал искажаться от выходящего через микротрещины тепла. Запахло чем-то кислым и едким. Стало ясно, что слоны, благодаря своей феноменальной чувствительности к инфразвуку и микросейсмическим волнам, услышали гул нагнетаемого газа еще 2 суток назад. Ситуация стала критической. Прибывшая аварийная бригада газовой службы под руководством доктора Фелисии Навара подтвердила худшие опасения. Труба могла лопнуть в любую секунду. Объем скопившегося газа был таков, что взрыв превратил бы западную часть зоопарка в пылающую воронку. «Нам нужно добраться до распределительного узла, но он находится прямо под этой грудой бревен», — Навара указала на слоновью баррикаду. Мария понимала, что времени на раздумья нет. Она знала, что слоны не подпустят людей к опасному месту, считая их уязвимыми. Ей нужно было убедить Лаю довериться людям в последний раз. Несмотря на крики Виктора и предупреждения газовиков, Мария перелезла через ограждение и ступила на территорию вольера. Внутри вольера все ощущалось иначе. Земля гудела под ногами, как работающий двигатель огромного корабля. Лая, стоя на вершине своего заслона, развернулась к Марии. Ее огромные уши были расправлены, а хобот угрожающе поднят. Она издала предупреждающий рев, от которого у Марии заложило уши. Девушка остановилась, подняв пустые руки. «Лая, девочка, это я», — тихо, но уверенно произнесла она, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Мы знаем, мы все поняли. Вы молодцы, вы всех предупредили, но теперь нам нужно помочь вам, нам нужно открыть этот замок». Мария медленно сделала еще один шаг. Она чувствовала жар, исходящий от земли. Матриарх внимательно смотрела на нее. Это был момент истины. Либо многовековая связь человека и животного сработает, либо инстинкт самосохранения возьмет верх. Лая медленно опустила хобот. Она смотрела на Марию долгие секунды, которые показались вечностью. Затем, издав короткий низкий звук, она начала спускаться со своей баррикады. Остальные слоны, следуя ее примеру, отступили к центру вольера, образуя защитное кольцо вокруг молодняка. Это был молчаливый приказ «Путь свободен». Газовики, пораженные увиденным, немедленно приступили к работе. Техника Кинана помогла точно определить местоположение заклинившего вентиля. Рабочие в защитных костюмах, используя искробезопасные инструменты, начали расчищать проход. Мария оставалась рядом со слонами, успокаивая их своим присутствием, хотя сама была на грани обморока от напряжения. Когда тяжелая крышка люка была наконец сорвана, и техники получили доступ к магистрали, давление достигло своего пика. Труба под землей издавала свистящий звук, похожий на крик раненого зверя. Доктор Навара лично координировала сброс давления.
«На счет 3!» — командовала она по рации. «Открываем обходной клапан на внешней станции. Сейчас здесь будет шумно». С резким хлопком из выпускного отверстия вырвался столб сжатого газа, подняв в небо тонны песка и мелких камней. Это было похоже на извержение гейзера. Звук был оглушительным, и слоны снова затрубили. Но в этот раз в их голосах слышалось не предупреждение, а триумф. Давление на манометрах начало стремительно падать. Красная зона на экране планшета Кинана сменилась спокойным зеленым цветом. Опасность миновала. Все присутствующие, рабочие, смотрители, ученые, стояли в тишине, глядя на то, как утихает свист газа. Солнце начало клониться к горизонту, окрашивая все вокруг в багровые и золотые тона. Мария подошла к Лае, которая теперь спокойно стояла у края своей наполовину разобранной баррикады. Девушка прижалась лбом к шероховатой теплой коже слонихи. Она чувствовала, как замедляется бешеный ритм сердца животного, как уходит напряжение из могучих мышц. В этот момент Мария поняла, что мир гораздо сложнее и удивительнее, чем описывают любые учебники. Слоны не просто животные, они — стражи, чье восприятие реальности шире и глубже человеческого. Они спасли сотни людей, которые пришли поглазеть на них через решетку, не осознавая, какая мощь и какая преданность скрываются в этих серых телах. Вечером того же дня, когда последние рабочие покинули зоопарк, Мария сидела в штабе и заполняла отчет. Но ее мысли были далеко. Она думала о том, что эта история не должна быть забыта. Доктор Харпер пообещала, что на месте западного угла будет установлен памятный знак, рассказывающий о подвиге стада. Но для Марии главной наградой было не признание коллег и не медали от города. Главным было то, как Лая перед уходом в ангар посмотрела на нее. Спокойно, мудро и с явным пониманием того, что они вместе прошли через испытания. Жизнь в Гранд-Вэлли вернулась в норму лишь через несколько недель. Носороги снова стали ленивыми, фламинго — грациозными, а жирафы снова начали с любопытством вытягивать свои длинные шеи навстречу посетителям. Однако для всех сотрудников зоопарка этот случай стал поворотным моментом. Теперь каждый смотритель, проходя мимо вольера слонов, невольно замедлял шаг и отдавал дань уважения великанам. Мария часто вспоминала те события, глядя на то, как Лая играет со своими внуками в бассейне. Она понимала, что их связь теперь неразрывна. Она стала для них не просто кормилицей, а частью их мира, тем самым своим человеком, который услышал их крик о помощи, когда все остальные были глухи. Каждый раз, когда она чувствовала усталость или сомнение, она подходила к западному углу, где теперь снова росла мягкая трава, и слушала тишину. И иногда ей казалось, что она все еще слышит тот глубокий, утробный гул земли, напоминающий о том, как важно прислушиваться к тем, кто живет рядом с нами. Природа говорит с нами постоянно, нужно только уметь слушать, так же, как это делают слоны. И в этой тишине Мария находила ответы на все свои вопросы, понимая, что ее детская мечта сбылась самым невероятным и значимым образом. В последующие годы Мария стала ведущим экспертом по поведению слонов. Ее приглашали на конференции по всему миру. Она всегда начинала свои выступления с одной и той же истории о слоновьем заслоне. Она рассказывала о том, как инфразвуковая чувствительность слонов позволяет им чувствовать приближение цунами за сотни километров, как они оплакивают своих умерших сородичей и как они могут стать последней линией обороны в мире, где технологии иногда дают сбой. Но за научными терминами и графиками всегда скрывалась глубокая личная привязанность к Лае и ее стаду. Гранд-Вэлли стал местом паломничества для ученых, желающих изучить уникальную связь между людьми и животными. А Мария, возвращаясь каждый вечер к своим подопечным, знала, пока Лая спокойна, мир находится в безопасности. История о слонах, которые построили баррикаду, стала легендой зоопарка,
передающуюся из уст в уста новыми поколениями смотрителей. Каждый раз, когда в небе сгущались тучи или земля слегка дрожала от далекого эха проходящего поезда, молодые сотрудники невольно посматривали на западный угол вольера. Но Лая и ее семья теперь были спокойны. Они знали, что их услышат. Они знали, что Мария рядом. И в этом союзе древней интуиции и человеческого разума крылась надежда на то, что мы сможем сохранить этот хрупкий мир, если только научимся уважать мудрость тех, кто был здесь задолго до нас. Вечерние тени ложились на вольер, и в сгущающихся сумерках можно было увидеть, как огромные серые тени медленно движутся в такт какому-то своему, только им понятному ритму, охраняя покой Гранд-Велли еще на одну ночь.